Артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий. Эти слова были сказаны начальником русской артиллерии генерал-майором Александром Кутайсовым 6 сентября 1812 года, накануне Бородинского сражения. Война с французами шла уже 2,5 месяца, и все это время русская армия отступала. Не имея времени накопить резервы, она уклонялась от решающего сражения с превосходящими силами противника и постепенно отходила вглубь страны. К осени войска Наполеона продвинулись на 900 километров и оказались на подступах к Москве. Больше медлить было нельзя. Местом сражения главнокомандующий русской армией генерал Михаил Кутузов выбрал поле рядом с селом Бородино в 115 километрах к западу от Москвы. В центре оборонительных позиций русской армии находился высокий курган. С него хорошо просматривалось место будущей битвы. Это был ключевой элемент всей обороны. Здесь расположилась артиллерийская батарея 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Раевского. Именно от действий артиллерии во многом зависел исход предстоящего сражения, а возможно и всей войны. К началу XIX века артиллерия являлась самым молодым родом войск по сравнению с пехотой и кавалерией, но уже стала непременным участником военных баталий. Под Бородино до 15% личного состава обеих армий относилось к артиллерийским подразделениям. Позже некоторые исследователи напишут, что Бородинское сражение ознаменовало собой начало эпохи артиллерии. Но пока перед битвой экзамен на роль основной ударной силы сухопутных войск артиллерии только предстояло выдержать. Это была проверка пути, которую она прошла за годы своего становления. Прообразом артиллерийских орудий можно считать метательные машины. Первые упоминания об этом оружии относятся к IV веку до нашей эры. С помощью метательных машин разрушали стены и поражали укрывшегося в крепости врага. Пробить стены или ворота можно было и тараном, массивным бревном из прочного тяжелого дерева, но это удавалось не всегда. Серьезным препятствием мог стать крепостной ров. А вот метательные машины могли вести обстрел неприятеля с расстояния нескольких десятков или даже сотен метров. При заряжании необходимо было натянуть канаты, чтобы накопить энергию для метания снарядов. Это требовало большой физической силы и времени. При этом сами машины были громоздкими. Усовершенствовать процесс метания помог порох. Вероятнее всего, порох изобрели в Китае. В X веке китайцы использовали эту взрывчатую смесь для изготовления фейерверков. Примерно в это же время они стали применять порох в военном деле. Так, с помощью небольших пороховых зарядов они пытались увеличить дальность полета стрел, превращая их, по сути, в ракеты. Сначала их запускали с помощью лука. Позже придумали особые пусковые установки в виде плетеных корзин. В X веке китайцы изобрели еще одно устройство – огненное копье. Они брали бамбуковый стебель, полый с одной стороны и закрытый с другой, насыпали в него пороховую смесь, затем мелкие камни. Когда порох поджигался, образовывались газы, под давлением которых камни вылетали из ствола. Другими словами, происходил выстрел. Собственно, этот принцип и положен в основу работы огнестрельного оружия – пистолетов, ружей, артиллерийских орудий. Перед нами древнейшее русское огнестрельное оружие – тюфяк. Название происходит от тюркского слова «тюфенг», аналог слова «ружье». Начинялся тюфяк кусками железа или мелкими камнями. Пороховой заряд поджигался через специальное запальное отверстие. Первые образцы огнестрельного оружия появляются на Руси где-то в районе 1378-79 годов. Ну а первое боевое применение – это 1382 год,
оборона Москвы от войск хана Тохтамыша, когда москвичи по летописным данным использовали тюфяки, так называемые пушки великие. Под словом «пушки», по-видимому, летописец имел в виду бомбарды. Это большие стволы, которые не имели лафетов. Стволы зарывали в землю под определенным углом, укладывали в специально оборудованное деревянное ложе, чтобы обстреливать укрепления. Позже появляются пушки верховые. Пушки верховые – это и есть мортиры для навесной стрельбы. Пищали – еще один образчик старинной русской артиллерии. Предположительно, название связано с латинским словом «пистула», что означает «труба». Еще один вариант происхождения этого названия связан с музыкальным инструментом – дудкой, которую на Руси тоже называли пищалью. Пищали же – это длинноствольные орудия, из которых можно было стрелять ядрами как по живой силе противника, так и по укреплениям. Также с тех времен известно слово «армата», произошедшее от латинского «арма» – оружие. Сегодня им названа новейшая российская боевая гусеничная платформа, на базе которой создан танк Т-14 и другие боевые машины. А в конце XIV века так именовался еще один тип артиллерийского орудия, завезенного из-за границы. Эти орудия до наших дней не сохранились, но по некоторым сведениям известно, что стреляли они достаточно большими для того времени каменными ядрами диаметром 40 сантиметров. По дальности действия первое огнестрельное оружие уже соперничало со стрелами, выпущенными из лука. В конце XIV века лучшие лучники могли прицельно стрелять на 150-200 метров. Самым главным преимуществом огнестрельного оружия была легкость обучения его использованию. Лучника нужно было готовить с детства. То есть, если в 3-5 лет мальчика не начинали учить стрелять из лука, то он не мог стать хорошим лучником в принципе. Арбалет был, конечно, попроще, но арбалет заряжался, может быть, даже еще медленнее, чем раннее огнестрельное оружие. И по стоимости арбалет был, вероятно, еще и дороже, потому что он требовал хорошей пружинной стали для своего лука. А огнестрельное оружие было, конечно, тоже не дешевым, но, во всяком случае, и не сверхдорогим. Огнестрельное оружие оказывало на неприятеля и огромный психологический эффект. Противника пугали языки пламени, вырывающиеся из стволов, и грохот, сопровождающий выстрелы. Сейчас есть интересные наблюдения, скажем, по письмам и дневникам людей XVIII века делают вывод о том, что звук стрельбы производил более сильное впечатление на человека даже XVIII века, привычного к огнестрельному оружию, чем на нашего современника. Потому что мы живем в очень шумном мире. Мы привыкли просто к шуму машин, грохоту постоянному. А человек до XX века жил в довольно тихом мире, и громкие звуки его пугали. Серьезным недостатком первых артиллерийских орудий была их низкая надежность. Зачастую они сваривались из отдельных железных полос или колец. Такой ствол был не очень прочным. Чуть больше пороха, чем требовалось, и его могло разорвать на части. Характерный пример. В 1448 году во время похода Витовта под Порхов литовцы привезли большую пушку именем Галка. И немецкий мастер похвалялся, что разобьет с одного выстрела башню, но после выстрела разорвало пушку, и мастера так и не нашли. Не добавлял популярности огнестрельному оружию и еще один любопытный факт. Из пушки стреляют, остается запах серы. Средневековый человек, чувствуя запах серы, говорит: так, здесь дьявол, все это очень плохо. Значит, он очень сильно чем-то согрешил, или он, или его семья. Это практически смерть и позор. С середины 15 века стволы орудий все чаще стали отливать из бронзы. Они были гораздо прочнее, и разрывы случались все реже и реже. К новому оружию стали привыкать и уже не боялись его использовать. Кроме того, начали отливать чугунные ядра, которые стали значительно более круглыми, чем каменные, и более тяжелыми, поэтому они сохраняли энергию гораздо дольше в полете. И отливка бронзового орудия позволила делать его с цапфами, такие специальные выступы делать цилиндрические в центральной части орудия, которыми можно было накладывать орудие на лафет. И бронзовое орудие можно было размещать на колесном лафете,
что резко увеличило подвижность артиллерии, но и впервые позволило действительно всерьез применять ее в полевых сражениях. Во второй половине 15 века в Москве при содействии европейских мастеров появилось собственное артиллерийское производство. Оно называлось «Пушечная изба». Вскоре ее преобразовали в «Пушечный двор». Это была государственная мануфактура с плавильными печами, кузницами и литейными амбарами. Она находилась на реке Неглинной в районе современной Лубянской площади и Пушечной улицы. Самым известным орудием, изготовленным на Пушечном дворе, стала царь-пушка, которую сейчас можно увидеть на территории Московского Кремля. Ее в 1586 году отлил русский мастер Андрей Чохов. Царь-пушка – это гигантская бомбарда. Бомбарды предназначены были для стрельбы каменными огромными ядрами. В XVII веке пушкарские головы, которые делали описи артиллерии, находящейся в Москве, отметили калибр. И в описи так сказано: пушка царева, ядро каменное, 52 пуда. Почему называется царь? Потому что на стволе мы видим изображение царя Федора Ивановича, который скачет на жеребце со скипетром. Царь-пушка не является законченным произведением. У нее не просверлено запальное отверстие. Внутри канала ствола можно видеть приливы, которые образовались после литья, и эти приливы не были зачищены. Для чего отлили такую пушку, которую с трудом можно было перетаскивать на несколько сот метров? Царь-пушка удивляли иностранных послов. В ту пору литейщики относились к своей работе не как к простому ремеслу, а как к искусству. Они украшали орудия, называли пушки особыми именами – лев, медведь, волк. На стволах мастера отливали или вырезали свое имя, дату и место изготовления. Вслед за Москвой пушечные дворы появились и в других городах – Устюге, Вологде, Новгороде, Пскове. Но мало было создать производство артиллерийских орудий. Надо было правильно организовать их военное использование. Поначалу орудия обслуживали мастера, которые участвовали в их изготовлении. Да и регулярной армии в привычном сейчас понимании тогда еще не было. Воинские соединения формировались лишь на время войны. Основной контингент в конце 15 века служилые люди по отечеству, то есть дворяне, которые являются воинами-ополченцами. Но понятно, что таким образом набрать пушкарей было невозможно. Единственным способом было использовать мастеров, которые отливают орудия и делают порох. Что они же должны были стрелять из орудий. Для перевозки артиллерии использовались крестьяне, которых набирали по повинности. Понятно, что это был контингент неорганизованный и, так сказать, военного духа не имевший. В середине XVI века в царствовании Ивана Грозного в России была предпринята попытка создать и первое постоянное войско – стрелецкие полки. Каждому полку, численность которого составляла 500 человек, полагалось 2 небольших орудия. Примерно в это же время обслуживать артиллерийские орудия стали специально подготовленные для этого люди – пушкари. Впервые термин «пушкарь» упомянут под 1514 годом. Это осада Смоленска. Но под словом «пушкарь» имелся в виду мастер, который мог стрелять из своих же орудий. Со временем происходит разделение специальностей. Мастер остается у станка, у печи, а стрелять из орудий должен уже другой специалист. Появляются пушкари при Иване Грозном. Они могли стрелять, могли заряжать, знали пропорции огненных пороховых смесей. То есть к 1540 годам в России появляются первые профессиональные артиллеристы. Обычно небольшие орудия обслуживали 2 пушкаря с помощниками. Крупные осадные орудия – 4-5 пушкарей и несколько помощников. Из-за специфики войн XVI века артиллерию в основном, конечно, использовали во время осад или в период обороны. Победно артиллерия прогремела во время взятия Казани в 1552 году. Это отмечено неоднократно в летописи, что русская артиллерия фактически срывала до подошвы деревянно-земляные укрепления казанских татар. Именно с помощью артиллерии Казань была взята. Теперь воистину царем буду, всяк признает царя Московского, самодержцем всея Руси. В XVII веке и стрелецкое войско, и пушкари превратились в обособленные социальные группы.
В городах они селились отдельно, имели свои привилегии и правила, на основе которых принимали к себе новых членов. Пушкарское дело нередко передавалось от отца к сыну. Но помимо своей службы, стрельцы и пушкари стали еще заниматься ремеслами, огородничеством и торговлей. В результате у них появились свои экономические, а затем и политические интересы. При этом интерес к войне и дальним походам постепенно терялся. На постоянной основе из стрельцов служил только государев полк, то есть это лейб-гвардия московского царя. Все остальные стрельцы других полков, они по несколько месяцев в году служили, остальное время они занимались торговлей, ремеслом, там чем угодно. Претензии, особенно московских стрельцов, на то, что они привилегированное сословие, очень раздражали власти. И стрелецкие бунты конца 17 века – это яркий пример вот такой психологии привилегированного сословия, которое борется за свои привилегии. Другой частью русской армии по-прежнему оставалось временное войско, ополчение. Это была так называемая поместная конница. За службу в ней дворянам-помещикам полагался земельный надел, поместье. По первому же приказу они должны были явиться на сборный пункт на коне и с полным вооружением. Кроме личной службы, владелец поместья выставлял за каждые 50 гектаров своих владений по одному ратнику на коне. Их называли боевыми слугами. Постоянной военной подготовки у поместного войска не было. Хромала дисциплина. Оружие и обмундирование здесь подбирали на свой вкус. Такая модель формирования армии явно устарела. Тем более, что с развитием огнестрельного оружия значение кавалерии снижалось, а пехоты, напротив, увеличивалось. Она просто самый дешевый род войск. Плюс насыщение пехоты огнестрельным оружием делает ее, таким, я бы сказал, коллективным пулеметом. И это производило страшное впечатление. Армии государств увеличивались, тактика боя усложнялась. Это требовало постоянных тренировок, и времени на это у воинов-ополченцев, занятых в мирное время другими делами, не оставалось. Тем более, что к пехоте дворяне относились с пренебрежением. Идти в нее они не хотели. В начале 17 века для ведения войн русские правители были даже вынуждены прибегать к помощи иностранных наемников. Это были профессионалы, единственным занятием которых была воинская служба. Мы можем служить вам за добрую плату и выгонять польских людей из вашего государства. Ишь ты! А откуда вы пришли? Мы служили полякам. За что же вы нас так полюбили, что поляков бросили? У поляков плохая еда. По образу и подобию полков и наземного строя в 30-е годы 17 века и стала создаваться новая русская армия. Начал реорганизацию первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович. А закончил спустя 70 лет его внук Петр I. Во многом с именем Петра и связывают масштабные изменения в русской армии. Возможно, любовь к военному делу Петра I зародилась еще в раннем детстве, когда в подарок от своего отца он получил две небольшие пушечки. Они весили всего по 9 килограммов и в высоту были около полуметра. Но это были не игрушки. Маленькие орудия могли стрелять по-настоящему. Уже к 10 годам у молодого Петра было свое небольшое войско. Оно называлось потешным, другим словом, игровым. Сначала в него набирали ровесников царевича, а со временем стали записывать в солдаты и взрослых людей. В 1687 году из потешных войск были сформированы два полка – Преображенский и Семеновский. Они стали основой новой русской армии и первыми ее гвардейскими частями. В начале XVIII века Петр начал постепенно упразднять стрелецкие полки и поместное войско. Им на смену шли регулярные воинские подразделения. Теперь солдаты были оторваны от каких-либо социальных групп и сословий, не имели других интересов, кроме воинской службы. Из пушкарей прежних времен Петр приказал сформировать особый артиллерийский полк. Кроме того, в самом начале XVIII века Петр учреждает должность и звание генерал-фельдцейхмейстера, то есть начальника русской артиллерии.
Это был человек, который руководил всей русской артиллерией, ее боевым применением и изготовлением новых орудий, изготовлением боеприпасов и подготовкой артиллерийских кадров. При Петре в регулярной русской артиллерии сложилась четкая классификация орудий по типам. На это влиял не только способ ведения огня, настильный или навесной, но и тип используемых боеприпасов. В арсенале пушек были полнотелые ядра и картечь. Картечный снаряд состоял из нескольких пуль, небольших чугунных шариков, засыпанных в полотняный мешочек или жестяной стакан. При выстреле оболочка разрушалась, и пули летели в разные стороны. По дальности стрельбы картечь уступала ядрам, но зато увеличивалась площадь поражения живой силы противника на близких расстояниях. Полнотелые ядра использовали для стрельбы по укреплениям. Против живой силы они были эффективны только в том случае, если попадали в достаточно плотный строй солдат. Второй тип орудий — гаубицы. Они стреляли картечью и разрывными ядрами. В данном случае чугунный шар отливали полым и засыпали в него порох. В отверстие вставляли коническую деревянную трубку, начиненную плотно утрамбованной пороховой мякотью. При выстреле пороховые газы поджигали мякоть, и трубка горела несколько секунд. Когда огонь доходил до пороха, происходил взрыв. Плюс был в том, что не требовалось стопроцентного попадания в цель. Разрывной снаряд массой до 1 пуда, это примерно 16 килограммов, назывался гранатой. От пуда и больше – бомбой. Стволы гаубиц были короче, чем у пушек, иначе тонкостенные разрывные боеприпасы не выдерживали бы возникающих в момент выстрела нагрузок и взрывались прямо в стволе. Следует отметить, что позже, с конца XIX века, гаубицы стали использовать как орудие навесной стрельбы, но в то время они, как и пушки, могли вести только настильный огонь. Гаубицы 17-го, первой половины XIX века, они никогда не стреляли по крутой траектории. По той простой причине, что если у гаубицы, которая лежит на деревянном лафете с деревянной осью, ствол задрать, то отдача пойдет на эту деревянную ось треснет и лафет развалится. Во времена Петра I для навесной стрельбы использовали только мортиры. Колесных лафетов они не имели. Их было затруднительно перемещать по полю боя, поэтому они использовались в первую очередь не в полевой, а в осадной артиллерии при штурме крепостей. Перевооружение русской армии на орудия новых систем было завершено к середине 1709 года. И тогда же у Петра I появилась возможность проверить, к чему привели его масштабные реформы в армии. Россия находилась в состоянии войны со шведами уже 9 лет. После поражения под Нарвой инициатива была у противника, и шведский король Карл XII начал поход против России. Близился день решающего сражения. Местом действия стала равнина в 5 километрах к северу от Полтавы. Чтобы преградить путь шведам, Петр повелел построить оборонительные редуты. В них разместили около 5000 солдат и 16 артиллерийских орудий. Непосредственно за редутами расположилась конница, за ней основные силы русской армии, где было еще около 100 орудий. Со стороны шведов в наступлении участвовало около 16 тысяч человек, кавалерии и пехоты, и всего 4 орудия. Битва началась утром 27 июня 1709 года. Ваше Величество, фельдмаршал граф Реншель приказал доложить, что ритарских 6 полков, драгунских 4 полка пошли в атаку. Поднимите меня. Я хочу посмотреть, как побежит царь Петр. Ценой больших человеческих потерь шведы преодолели оборонительные укрепления и оказались на поле перед русским лагерем. Войска Карла XII перестроили свои ряды и продолжили наступление. Но как только шведы подошли на дальность орудийного выстрела, по ним был дан залп из 72 орудий. А шведы взяли с собой 4 пушки. И Карл XII категорически недооценивал артиллерию. Он делал ставку на пехоту и конницу. Он считал артиллерию слишком тяжелой, сковывающей стремительный порыв шведских солдат.
И, конечно, когда шведы практически без артиллерии оказались под огнем, по меньшей мере 70 русских орудий, их самочувствие было крайне плохим. И артиллерийский огонь русской армии стал одной из составляющих победы в Полтавской битве. Артиллерия явилась решительницей победы. Такую оценку дал Петр I после окончания Полтавской битвы. Многие артиллеристы были награждены медалями, а начальник артиллерии Яков Брюс удостоился высшего ордена России – ордена святого апостола Андрея Первозванного. В честь победы над шведами тульские мастера изготовили парадную пушку и подарили ее Петру I. Вслед за организационными преобразованиями в русской армии вновь наступала пора технических экспериментов. В середине XVIII века русские мастера предложили ряд опытных орудий, с помощью которых пытались повысить скорострельность и огневую мощь. XVIII век – это эпоха сумасшедших изобретателей. То есть в средние века человек всю жизнь жил, не сталкиваясь ни с какими изобретениями. И вот восторг перед силой человеческого ума, который может изобретать, был очень силен в XVIII веке. Отсюда, естественно, появилась масса людей, которые пытались что-то изобрести. И прославиться, получить деньги и так далее. Артиллерия, понятное дело, была одной из сфер применения этих творческих умов. В 1754 году Андрей Нартов, член Российской академии наук и личный токарь Петра I, сконструировал мортирную батарею, имеющую 44 ствола. Они располагались на дубовом круге и разделялись медными дисками на секции по 5-6 стволов. Залп одной секции обеспечивался общим запальным устройством. После выстрелов из одной секции круг поворачивался и стреляла другая, но система оказалась сложной в эксплуатации и ненадежной. На вооружение ее не приняли. Еще одно опытное орудие отлили оружейники из города Олонец. Это была 3-фунтовая пушка, ствол которой имел прямоугольную форму. Орудие предназначалось для стрельбы одновременно 3 ядрами, обернутыми в холст и уложенными на деревянном поддоне. Но обеспечить приемлемую дальность стрельбы этому орудию не удалось. Другое орудие с необычным каналом ствола разработали под руководством графа Шувалова. У этой гаубицы, которую называли «секретной», канал ствола расширялся в горизонтальной плоскости. Предполагалось, что это обеспечит больший разлет картечи. Шувалов один момент не учел, что у дульного среза, там, где начальная скорость картечин должна была быть максимальной, она резко падала. И на самом деле результаты испытаний секретных гаубиц именно картечной стрельбой, они были, мягко скажем, плачевными. Граф Шувалов, который в 1756 году был назначен на должность главного начальника артиллерии, не оставлял попыток создать орудие, превосходящее по своим возможностям имеющиеся. Так, под его началом офицеры Санкт-Петербургской артиллерийской лаборатории Михаил Данилов и Матвей Мартынов разработали гаубицу уже с обычным стволом, но внедрив некоторые другие новшества. Для этого они изменили форму зарядной камеры, то есть ту часть орудия, куда при заряжании помещался пороховой заряд, необходимый для метания ядра. До этого у гаубиц камера имела форму цилиндра, и ее диаметр был меньше, чем у ствола. После того, как заряд помещался в камеру, в ствол закатывалось ядро. Чтобы оно легко заходило внутрь, его диаметр был немного меньше, чем у канала ствола, поэтому сверху и по бокам снаряда оставалось небольшое пространство. При выстреле часть пороховых газов прорывалась через него, и на ядро оказывалось меньшее давление. Из-за этого уменьшалась дальность и кучность огня. В новой гаубице зарядная камера стала конусообразной. Теперь ядро плотнее прилегало к вышибному заряду, и вся энергия пороховых газов шла на его выталкивание. Это почти вдвое повысило дальность и кучность стрельбы. Теперь из орудия можно было эффективно стрелять не только разрывными, но и более тяжелыми полнотелыми ядрами. А поскольку в арсенале была еще и картечь, то получилось универсальное орудие. Его назвали «Единорог». Образ этого мифического животного, который был на родовом гербе графа Шувалова, украшал ствол. Это совершенно уникальное орудие, которое
в русской артиллерии и в артиллерии ряда других европейских стран, в том числе в австрийской, прослужила около 100 лет. А если говорить о русских единорогах, то горные единороги образца 1838 года были на вооружении русских крепостей как противоштурмовые орудия до 1906 года, пока не были заменены пулеметами «Максима». Следующие серьезные преобразования в русской армии были связаны с именем императора Павла I. Он вступил на престол в 1796 году. Павел I был одним из лучших артиллеристов своего времени. Это был блестящий математик и блестящий артиллерист. И ведь что удивительно, да, сколько до Павла существовала русская артиллерия, но специальных команд для заряжания орудий, для открытия огня, для стрельбы не было. В бою каждый артиллерист хватал первую попавшуюся принадлежность и ей действовал, а заряжание и стрельба команды подавались в основном в виде мата. При Павле появилось такое понятие, как номер орудийного расчета. Для каждого человека, обслуживающего орудие, были четко определены его обязанности. Кому банить, то есть прочищать ствол, кому заряжать орудие, кому наводить его на цель и производить выстрел. Были введены четко регламентированные команды для подготовки и проведения стрельбы, такие как «бань пушку», «наводи», «пли». При Павле был установлен временной норматив для развертывания орудия на позиции. На перевод орудия из походного положения в боевое отводилось не более 10 секунд. Зеленые лафеты и все остальное зеленого, а не красного цвета, это тоже благодаря Павлу. Орудия на зеленых лафетах лучше маскируются, естественно, чем красные. Зеленые мундиры артиллеристов – это тоже павловское нововведение. Завершил масштабную реорганизацию русской артиллерии граф Алексей Аракчеев. В 1802 году он возглавил специальную артиллерийскую комиссию. Акцент был сделан на максимальную унификацию орудий. В 1805 году на вооружение приняли артиллерийскую систему. Пушки и единороги, входившие в нее, имели единообразную форму стволов и лафетов. Было оставлено два типа размера колеса. Одни колеса меньшего диаметра полагались под лафеты легких орудий, под все зарядные ящики и под все обозные повозки. А колеса большего диаметра и более тяжелые полагались под лафеты тяжелых орудий и все. Теперь можно было от любой повозки взять колесо и поставить под лафет, если в этом была необходимость. Ну и зарядные ящики были унифицированы. Внутри вставлялась решетка с ячейками разного размера под разные калибры, но сам ящик был абсолютно одинаковый во всей артиллерии. Из 12 существовавших ранее калибров в полевой артиллерии осталось только 4. Избавились от совсем легких орудий, имевших малую боевую ценность, и совсем тяжелых. Их было сложно перемещать. По французскому образцу усовершенствовали технологию изготовления орудий. Раньше их отливали с уже готовым каналом ствола. Теперь орудия отливали сплошными, а затем высверливали канал. Так стволы получались прочнее, поэтому можно было уменьшить толщину их стенок и снизить массу. Именно с орудиями Аракчеевской системы русская артиллерия прошла все сражения в ходе наполеоновских войн. К лету 1812 года французский император Наполеон Бонапарт подчинил себе практически все европейские страны, и его следующей целью была Российская империя. Он заявлял: «Через 5 лет я буду владыкой всего мира. Остается одна Россия, я раздавлю ее». К осени 12 года армия Наполеона подошла к Москве. Войска Кутузова заняли оборонительные позиции в районе села Бородино. Это позволяло перекрыть обе дороги, ведущие к городу, причем на достаточно узком участке, шириной всего 4 километра. Из-за условий местности обойти русские позиции французы не могли и должны были атаковать в лоб. У Наполеона было 138 тысяч человек, у Кутузова 110 тысяч в составе регулярной армии и еще 20-30 тысяч казаков и ратников ополчения. По артиллерийским орудиям преимущество, хотя и небольшое, было на стороне русских войск. 624 орудия против 587.
Передовой рубеж русской армии находился в районе деревни Шевардино. 5 сентября французские авангарды сходу атаковали его. К концу дня русские войска были вынуждены оставить эти позиции, но выигранное время позволило завершить строительство основных оборонительных сооружений. На левом фланге, около деревни Семеновская, это были земляные укрепления, флеши. В самих флешах и рядом с ними установили 52 артиллерийских орудия. В центре, на господствующем по высоте кургане, была размещена артиллерийская батарея Раевского, еще 18 орудий. Всего же на позициях располагалось свыше 200 пушек и единорогов. Еще почти 4 сотни находились в резерве. Генералом Кутайсовым, командующим артиллерией, задача была поставлена однозначно – стрелять в неприятеля до последнего. А выстрелы в упор были самыми эффективными. И если после этого неприятель захватит пушки, то пушки окупят себя, окупят свою потерю вот тем ущербом, который нанесут неприятелю. Бородинское сражение началось 7 сентября. Наступая на флеши, французы непрерывно наращивали свои силы, но и русское командование постоянно перебрасывало сюда резервы. Артиллерия раз за разом осыпала противника картечью и останавливала его. Лишь после 8-й атаки французам ценой больших потерь удалось окончательно захватить флеши. Затем Наполеон перенес всю силу удара на батарею Раевского. Упорная борьба за курган, на котором она находилась, продолжалась уже несколько часов. Здесь погиб начальник русской артиллерии 1-й армии Александр Кутайсов. В своем дневнике французский офицер, участвовавший во взятии батареи Раевского, так описывал бои за курган. «Я заметил среди царившего беспорядка труп русского артиллериста, на груди у которого были 3 ордена. Казалось, что храбрец еще дышит. В одной руке он держал обломок сабли, а другой крепко обнимал пушку, которой так хорошо послужил». Причем у французов кончилась пехота. И характерно, что последние атаки на батарею Раевского произведены были кавалерией, что вообще не укладывалось в каноны военного искусства той эпохи. За понесенные потери французы прозвали батарею Раевского «могилой французской кавалерии». Артиллерия в Бородинском сражении русская сыграла роль костяка обороны, потому что именно обороняемые артиллеристами позиции и стали главными сценами боя. Багратионовы флеши, где стоит артиллерия, батарея Раевского, где стоит артиллерия. По итогам Бородинского сражения французской армии не удалось прорвать русскую оборону. Но из-за больших потерь Кутузов все же принял решение оставить Москву. Впрочем, и силы войск Наполеона были основательно подорваны. Уже 19 октября французы были вынуждены оставить город и начать отступление. В итоге армия Наполеона была практически полностью уничтожена в России. Перелом в войне во многом был достигнут именно под Бородино, и ключевую роль в этом сыграла русская артиллерия. Мы имели очень совершенные боеприпасы, очень совершенную материальную часть. А в плане изготовления единообразных орудий, которые имели единый калибр, длину и вес, мы опередили Европу еще с XVI века лет на 150. За 5 веков артиллерия доказала свою значимость на поле боя, но в то же время подошла к определенному рубежу. К середине XIX века гладкоствольные дульнозарядные орудия, стреляющие круглыми ядрами, уже не имели потенциала к развитию. Необходимо было искать иные решения. При этом технический прогресс привел к появлению и совсем новых видов оружия. Сначала пулеметов, а затем боевых самолетов и танков. Стратегия и тактика ведения войн менялась, поэтому артиллерии вновь пришлось доказывать свою состоятельность.